만납시다. 짜라란 짝짝 짜라라자 공자다 공자 토끼부리 부리부리 잡아 잡아 거꾸로 웃지. 토끼부리 부리부리 잡아 잡아 거꾸로 웃지. 노주를 때 너저럴 때 좋아 좋아 슈라 짜짜짜짜. 토끼부리 Итак, кольчуга. Плетение кольчуги — это очень долгий и вегетативный процесс, в том смысле, что вы становитесь похожи на растение, выполняя очень долго однообразные действия. У меня весь этот процесс занял где-то около месяца. Что мы делаем? Плетение называется метод 4 в 1. Есть и другие способы, типа 6 в 1 с двойными кольцами, драконья чешуя, азиатские методы плетения, когда скрепляющие кольца стоят под углом. Но это все не важно, мы делаем самым простым и бечевым способом, потому что так легче, и потому что, кто будет тратить большие деньги на начальных юнитов. Значит, как все делается? Мы размыкаем кольца и немножко разводим их в стороны, чтобы они шли внахлёст, так в дальнейшем будет прочнее. В каждое разомкнутое кольцо суем 4 целых и получаем так называемую простейшую ячейку. После чего эти ячейки соединяем между собой в цепочке, то есть в 2 кольца одной и в 2 кольца другой суем опять же одно разомкнутое кольцо. После чего мы садимся, думаем над тем, как соединять эти цепочки между собой, выравниваем их, познаем, как это делать, и начинаем их соединять. Принцип тот же самый, в одно кольцо заходит по 4 штуки. Делается все это при помощи плоскогубцев. Я использую тонкие и широкие. Тонкие, чтобы размыкать кольца, и широкие, соответственно, чтобы смыкать. Смыкать их удобнее таким углублением, которое есть в плоскогубцах, такой как бы круг. Мне показалось, что намного лучше он зацепляет при сведении колец. Bump to the bump to the bump to the bass, bump to the bump to the bumper, bump to the bump to the bump to the bass, bump to the bump to the bumper, bump to the bump to the bump to the bass, bump to the bump to the bumper, bump to the bump to the bump to the bass, bump to the bump to the bumper, bump to the boot to the boot to the boot boot, bump to the bass bass, bump to the boot to the boot to the boot, bump to the bass bass. Bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot to the bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot to the bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot to the bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot to the bump to the bump to the bump to the bass, bump to the bump to the bumper, bump to the bump to the bump to the bass, bump to the bump to the bumper, bump to the bump to the
to the bass, bump to the bump to the bumper. Bump to the bump to the bump to the bass, bump to the bump to the bumper. Bump to the boot to the boot to the boot boot, bump to the bass to the bass bass. Bump to the boot to the boot to the boot, bump to the bass to the bass bass. Phenomenon, 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 ishem, phenomenon, phenomenon, ishem, mandi ula dem. Phenomenon, 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 ishem, phenomenon, phenomenon, ishem, mandi ula dem. Bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot to the bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot to the bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot to the bump to the boot to the bump to the bass, bump to the boot. Арбалет – это тот элемент костюма, который у меня не получилось сделать так, как я это задумывал. Изначально хотелось все выполнить из настоящего дерева, но, к сожалению, те доски, которые у меня были, не подошли по толщине. Толщина нужна была за тем, чтобы уместить внутри арбалета механизм, который ему будет позволять функционировать. Распилить доски вдоль у меня было нечем. Для этого нужен какой-нибудь распиловочный стол, мастерская, циркулярка или что-то тому подобное. Ручным лобзиком или ножовкой это делать просто задолбаешься, и ровно никогда это не получится. Потому делаем муляж. Делаем мы его из картона и внутри заполняем монтажной пеной, для того, чтобы забить пустоты и чтобы он тяжелее ощущался в руке. Монтажную пену лучше выбирать с большим коэффициентом вздутия, это обычно пишется на баллоне, и заливать, соответственно, приблизительно на 1/3 от того объема, который у вас необходимо заполнить. Монтажная пена вздувается при контакте с воздухом, то есть доступ воздуха обязателен. И для того, чтобы баллон еще остался, если не весь объем израсходовали, нужно его чем-нибудь очень плотно заткнуть, чтобы воздух туда не попадал. Тогда эту пену можно будет еще в дальнейшем использовать повторно. После заливки весь арбалет покрывается клеем ПВА вперемешку с газетами и туалетной бумагой поверх, как я это делал для других элементов костюма. Да, еще один момент. Клей ПВА мы берем строительный, потому что он оптимальный с точки зрения консистенции. Столярный будет слишком жесткий, а канцелярский будет слишком слабо все держать.
точим нож и делаем кинжал из утеплителя. В дальнейшем ручку я разделил с лезвием, и лезвие сделал тоньше, так выглядит правдоподобнее. И, как обычно, покрыл все это клеем ПВА с газетами и с бумагой поверх. Покраска под дерево. Как это делается? Эту технику я подсмотрел у какой-то женщины из интернета, Елена Холоденко или что-то типа того. Я оставлю ссылку в описании. Использую я масляную краску художественную, темно-коричневый оттенок, в данном случае умбра жженая. Размешивать ее можно с маслом. Почему-то все советуют с льняным, так что я купил льняное, но думаю, можно с любым. Масло — это разбавитель для масляной краски. Льняное масло — это пищевой продукт, продается в обычном магазине, его еще добавляют в еду, можно его, наверное, пить, но не надо с этим злоупотреблять. Готовую смесь я руками наношу на объект, и пока все не высохло, растираю все пальцами. Поскольку у нас объект небольшой, то, думаю, можно надавливать прям подушечками пальцев и рисовать такой деревянный узор. И еще лучше это получается с учетом того, что мы все это делаем по шпаклевке, зашлифованной поверх. То есть такие борозды и несовершенства там уже есть, остается только вот навести марафет. После высыхания какое-то время эта краска будет мазаться, так что лучше посохнуть ей подольше. Ну или если ваш объект может быть блестящим, то можно поверх все это покрыть каким-нибудь лаком, и тогда, конечно, ничего вообще смываться не будет. Еще один метод покраски, но теперь уже под металл. Его я тоже подсмотрел на ютубе, канал Хогиос. Чувак там делал шлем Довакина. Ссылку на этот видос, если найду, то я оставлю в описании. Коротко, в чем суть? Мы покрываем наши детали сначала черным цветом, желательно матовой краской черной. Ну, в данном случае, какая была, то и покрыл. И после этого, после того, как они высохнут, мы покрываем их сверху металликом, ну или каким-нибудь другим оттенком металла, там хромом, допустим. Но не просто так все это наносится, а при помощи щетки. То есть мы берем щетку такую с жесткой щетиной, с пластиковой, распыляем из баллона металлик на нее, и потом этой щеткой натираем наши черные объекты. В итоге краска попадет только на то, что не находится в углублении. То есть она подчеркнет естественный рельеф, а поскольку все, что вот мы красим, оно было сделано из шпаклевки, там есть опять же борозды, есть несовершенства, то как раз в углубление эта краска не попадет, а на то, что сверху, она попадет. Плюс, конечно, мы ее наносим щеткой, и еще останутся пробелы из-за этого, из-за того, что она такая жесткая и, ну, не мягкая, не эластичная. Лезвие кинжала тоже красим по этому методу, только краску наносим губкой. И здесь пробелы остаются из-за того, что мы используем ее жесткую сторону и вот делаем такой рисунок заточки.
Финишная прямая. Соединяя все воедино, цепляя мешки к изделиям при помощи заклепок алюминиевых тяговых, с другой стороны они зацепляются на шайбы широкие кузовные. Отверстия делаю шуруповертом, дырки в ремешках, пробойником, хотя думаю, что можно их делать чем угодно.